Всем привет, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня. Это видео будет не совсем обычное. В первой части его я покажу вам новый инструмент, а во второй сделаем при помощи него интересный декор. Я давно мечтала о строительном пылесосе, и моя мечта сбылась. Это у нас Festool, модель CTL MIDI 1. Для начала откроем его. Далее необходимо вот в эти пазы установить мешок. Мешок такой достаточно большой, вместительный на 15 литров. В картонных отверстиях есть специальные прорези, и мы их вставляем. То есть вот таким образом, и также можно легко снять. Сняли, зажали, то есть набрался мешок, можно его закрыть, снять и утилизировать. Данная модель пылесоса также может собирать и воду, поэтому здесь расположены два датчика, которые сигнализируют о том, что слишком большой уровень воды. Здесь отверстие, которое входит от шланга в мешок. Видите, как оно направлено в сторону от фильтра, чтобы фильтр дольше служил. Также по контуру расположен резиновый уплотнитель, чтобы улучшить герметизацию бака. Устанавливаем верхнюю часть пылесоса и защелкиваем замки. Конструкция у пылесоса достаточно жесткая, поэтому на нем можно даже и посидеть. Но вставать на него нельзя, как указывает производитель. Верхняя часть пылесоса открывается фирменным замком T-Lock. То есть делается это вот таким образом. Далее вставляется шланг вовнутрь пылесоса и закрывается крышка. На передней панели расположены кнопки управления. Первая кнопка — это включение и подача питания на сам пылесос. Это включение пылесоса, чтобы он втягивал воздух. Далее две кнопки минус и плюс — это регулировка мощности всасывания воздуха. И здесь еще расположена розетка для электроинструмента. Сбоку у пылесоса расположена ручная чистка фильтра. Как указано на картинке, необходимо во включенном состоянии зажать шланг рукой и 3 раза ударить по рычагу. Раз, два, три. Снизу расположен фильтр, который можно снять, почистить, либо поменять. Сзади расположен 7,5-метровый шнур кабеля. Снимается он достаточно легко. Необходимо повернуть вот этот рычажок и снять необходимое количество шнура. Далее также можно его намотать, либо обратно повесить. А здесь у нас находится отверстие для выдува вот за этим лючком. Оттуда сюда переставляется шланг, и пылесос работает на выдув. В комплект входит сам пылесос, один мешок, также антистатический шланг и держатель для шнура. Все. Остальное необходимо докупать, то есть для уборки отдельно патрубки и насадки. В комплект входит такое колено, дальше к нему присоединяются патрубки, то есть вот таким образом все это выглядит, и между собой оно соединяется. Патрубок получается вот такой вот длинный, то есть подойдет для и высоких людей, и можно одну убрать и для невысоких. Насадка вот здесь такая интересная, в нее вставляются дополнительные насадки. Такая идет для сбора крупного мусора с гладкой поверхности. Также есть для чистки ковров, то есть ковровые покрытия убирать, тоже вставляется. Очень интересно сделана конструкция. И третья такая же насадка для сбора влаги, тоже с гладкой поверхности. Ну и обычные две насадки, это для уборки в углах, и маленькая для того, чтобы почистить там какой-нибудь предмет мебели, например. Также я приобрела эксцентриковую шлифовальную машинку. Это тоже Festool ETS 150/5, где 5 это ход эксцентрика, а 150 это диаметр тарелки. Тарелка в комплекте идет средней жесткости, но можно докупить супер мягкую, либо жесткую. Я докупила жесткую. Сейчас покажу, как снимается тарелка. Для этого нам потребуется шестигранник и откручиваем. Внутри выглядит она таким образом. Здесь по контуру расположена юбка. Это стопор тарелки. Сделана она такой из резины. Также эту юбку можно снять, например, почистить, помыть.
Внутри расположен механизм самого эксцентрика, то есть и пылеудаление, и балансир. Сама тарелка у Festool сделана очень интересно, то есть она имеет достаточно большое количество отверстий для лучшего пылеудаления. Также мне понравилось, что в комплекте с тарелкой дополнительной также идет еще и болт крепежный. То есть это очень хорошо, очень удобно, то есть не нужно бояться, что можно потерять. Также по поводу шлифовального материала, это гранат, тоже Festool, и его отверстия идеально совпадают с отверстиями в тарелке. Сбоку у машинки расположен переключатель скоростей. Здесь 6 скоростей. Очень плавно они переключаются в процессе работы. На задней части расположены вход для штекера питания и также вход для шланга пылесоса. Сейчас покажу, как подключается питание. То есть мы вставляем и по схеме проворачиваем. Шлифовальную машинку можно подключить как к обычной розетке, так и к той розетке, которая расположена на передней панели пылесоса, которую я вам уже показывала. Это сделано для того, чтобы синхронизировать работу пылесоса и шлифовальной машинки. То есть, когда вы включаете шлифмашинку, автоматически включается и пылесос. Далее покажу, как вставляется сам шланг пылесоса. Необходимо совместить два треугольника. Вставляем. И с поворотом фиксируем шланг. Все, что я хотела вам рассказать про данный инструмент, я рассказала. А далее посмотрим его в работе, в процессе нанесения декоративной штукатурки. Приступаем к созданию декора. Делать я его буду из акриловой венецианской штукатурки и водоэмульсионной краски. Для начала необходимо в шприц набрать белую водоэмульсионку. И начинаю выдавливать на стену. Добавляю прожилки в некоторых местах, где мне кажется, что они необходимы и будут красиво смотреться. Можно особо не торопиться никуда. Если тяжело идет из шприца, то ее необходимо разбавить водой. Если она, наоборот, слишком жидкая, то нужно будет поменять краску, чтобы она очень сильно не текла. Там, где места подтеков, я их продляю, чтобы они красиво смотрелись. Делаю такую извилистую линию вниз, ведущую. Заканчиваем с белой краской. Далее набираю в тот же самый шприц такую же золотистую краску. Добавляю я точно таким же образом золотые прожилки. Делаю я их потолще, чтобы они были виднее. Также можно продолжить эту золотую линию, проводя рядом с белой, та, которая у нас уже высохла. На финише получится золотистая линия как бы под белой. Закончили с прожилками, далее необходимо дать им полностью высохнуть. После этого наносим основу под венецианскую штукатурку. В качестве основы буду использовать водоэмульсионную краску красно-коричневого оттенка. Крашу прямо поверх прожилок, то есть закрашиваю их однородным цветом. То есть и плоскость всю, и сами прожилки. После полного высыхания краски приступаем к нанесению венецианской штукатурки. Нам потребуется крышка, на которую набираем разные оттенки венецианской штукатурки. Делаем это по чуть-чуть, разных тонов. У меня по большей части это бежевые оттенки. Также нам потребуется краска. Можно использовать колер-краску, как делаю я, либо обычную водоэмульсионку нужных оттенков. Так, коричневый и еще немного белой краски.
Наносить я это все буду при помощи губок. Можно взять морскую губку, можно обычную. И набираю прям с крышки пару цветов и наношу на стену. Делаю такие тампующие движения, как бы узор. Можно заполнять поверхность участками, то есть сделали в одной части, можно переходить в другую. Тогда вы по рисунку будете понимать, где вам какой оттенок добавить. Начинаю я с первых двух, а потом постепенно ввожу дополнительные два оттенка. Здесь главное, чтобы штукатурка высохла на стене, тогда мы возвращаемся к предыдущим местам. Постепенно раскидывайте по всей плоскости. Так будет легче контролировать рисунок. Возвращаюсь к предыдущим участкам, которые уже начинают подсыхать, и добавляю теперь уже краску на них. То есть беру вот темно-коричневую краску и средне-коричневый, такой более рыжий-коричневый оттенок, точечно поверх того рисунка, который мы уже сделали изначально на первый слой. Также можно белую постепенно вводить. То есть я буквально по чуть-чуть и добавляю на крайние участки. После того, как сделали такую обрисовку белой краской, продолжаем заполнять пропущенные участки. И натамповывая наношу, добавляю чуть-чуть для разбавки именно белый. Так, точно так же продолжаю со следующим участком. Тоже прохожусь вокруг белой обводки. Ничего в этом сложного нету. Главное не забывать оттенки разные наносить. То есть если хотите ввести какой-то более контрастный оттенок, тогда лучше в виде краски. Дальше перехожу в другую сторону. И аналогичным образом, там, где высохло, наносим краску коричневую сверху и белую по краю. Наносите краску только тогда, когда у вас венецианская штукатурка высохла, чтобы она не смешивалась с краской, которую вы наносите свежим слоем, и не получалась грязь. И наношу на краешек белую краску. Закончили с нанесением первого слоя. Теперь берем самый светлый цвет и наносим его при помощи валика на всю поверхность. Чтобы удобнее было наносить венецианскую штукатурку, ее необходимо разбавить водой, можно до 50%. Нанесли первый слой, далее приступаем к нанесению второго слоя. Наливаю самый темный цвет из тех венецианских штукатурок, что у меня заколерованы. И также наношу его. Закончили со вторым слоем и вторым цветом. Далее приступаем к третьему слою и третьему оттенку. Закончили с третьим слоем, теперь оставляем штукатурку до полного высыхания в течение суток. Наша поверхность полностью высохла, далее приступаем к самой шлифовке. Шлифовальная машинка у меня эксцентриковая, поэтому я начинаю с самого грубого зерна, то есть с 80-го, далее 120-ю, потом 220-ю, 320-ю.
и полирую уже 500 и 1000 наждачной бумагой. Если же у вас орбитальная шлифовальная машинка, то лучше использовать более мелкую наждачную бумагу, то есть это где-то 120-180. Либо если вы шлифуете вручную, то тоже 120-180, начинайте с этих цифр. А далее приступаем к шлифовке, включаем машинку. Закончили шлифовку с 500 зерном, далее приступаю к полировке 1000. Закончили с полировкой, далее приступаю к нанесению воска для венецианской штукатурки. Наносить я его буду широкой кельмой, чтобы было быстрее. Беру воск и начинаю нанесение. Чем тоньше вы нанесете воск, тем в дальнейшем он будет легче полироваться и останется меньше матовых пятен. После того, как воск перестанет липнуть, его необходимо заполировать. Сделать это можно мягкой тканью, либо меховой насадкой на болгарке, либо на полировальной машине. Выставляю низкие обороты и начинаю полировку. Вот такой образец у нас сегодня получился. Такой вариант создания эффекта под мрамор возможен из акриловой венецианской штукатурки, как я делала. Также можно использовать известковую, можно использовать травертин акриловый и известковый. Также можно попробовать из очень жесткой обычной шпаклевки. То есть гипсовая не подойдет, можно из цементной попробовать такое сделать, либо из акриловой. Мне очень нравится, как смотрится этот вариант вблизи. Можно подходить и прям рассматривать такие мелкие детали, мелкий рисунок. Он очень напоминает мрамор. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, также на Яндекс.Дзен, Телеграм и страничку ВКонтакте. Ссылки на это все находятся в описании под этим видео. Всем удачи, здоровья, пока!